Всем привет, друзья! Вы на канале Like It Round Mix. В этом видео мы, как и обещали, поделимся интересными картинками и впечатлившими нас наблюдениями, увиденными на Google картах. Напомним, с чего начался наш интерес. Рассматривая территорию, прилегающую к международному аэропорту Борисполь, в связи с нахождением здесь уникального изображения рекордсмена герба Украины, ссылочка на это видео в описании, мы обратили внимание на необычные изображения кругов, хорошо видимых на слое спутник. Сейчас они перед вами. Необычность их в том, что, как видно по масштабу в нижнем правом углу картинки, диаметр этих кругов 800 метров, километр, а некоторых во втором и третьем таком комплекте достигает 1,5 километров. Очень четкие и правильные окружности. Изначально мы предположили, что это изображение циферблатов приборов. На эту мысль наталкивали и ровные стрелки-радиусы. Но много вопросов оставляли хорошо видимые концентрические круги. При приближении они четко просматриваются и видны во всех изображениях. Чтобы прийти к какому-нибудь выводу, мы решили поискать подобные изображения на спутниковых снимках, начиная с Киевской области, и заодно проверить предположения. А еще как подсказку поищем подобные изображения среди знакомых нам картинок, значения которых хорошо понятны, используемые в сегодняшнем дне. Начать мы решили с действующих технологий, аналогичных нашим кругам по изображению в сегодняшнем дне. Перед нами очистные сооружения, а точнее станция аэрации воды возле Киева в Бортничах. Вот так она выглядит сверху с дрона, а круги – это отстойники для воды, представляющие собой резервуары, колодцы глубиной 4 метра и диаметром 30 метров. Здесь надо акцентировать внимание на цифрах. Диаметр видимых кругов 30 метров, а заинтересовавшее нас изображение возле Борисполя имеют диаметр 800-900 метров и до 1,5 километров. То есть в 30 и 50 раз больше. Для наглядности давайте еще посмотрим, как выглядит Бортничская станция аэрации воды на Google картах. Сейчас изображение перед нами, и можно сказать, что картинка очень похожа на наши, но понятно, что это технология действующая. Для убедительности можем посмотреть изображение и других очистных сооружений станций аэрации воды под Москвой, в Бишкеке, в Астане. Сейчас посмотрим с более близкого расстояния. Глядя на эти изображения и сравнивая, мы думаем, что можно сделать такие выводы. Во-первых, можно допустить, что наши круги возле Борисполя являлись, по аналогии, резервуарами-отстойниками очистных сооружений воды. Во-вторых, сейчас они засыпаны и находятся под слоем грунта, а видеть их позволяет растительность, которая повторяет контуры строения и реагирует на наличие влаги. Ну и в-третьих, наши выводы не уменьшили, а только увеличили количество возникающих вопросов. Например, кто и когда построил такие огромные резервуары? А еще сегодняшнему Киеву, столице Украины, хватает отстойников с диаметром 30 метров. Тогда каких размеров город и с какой численностью населения обслуживали очистные сооружения с нашими кругами-отстойниками, размеры которых ориентировочно больше в 30 и 50 раз. Разницу в размерах наглядно можем увидеть на Google картах. Красный и синий цвета обводки выделяют две локации наших кругов, а зеленым отмечена вся территория станции аэрации Бортничи. Для уточнения и объяснения следующих наших вопросов фоном мы выбрали чудесные и очень красивые виды новых современных районов левобережного Киева. Но вернемся все же к загадкам наших кругов. Если наши выводы о том,
что необычные большие изображения кругов – это резервуары, скажем так, люки очистных сооружений для воды, каких-то древних сооружений, исходя из их не сегодняшних размеров и засыпанности грунтом. Так вот, если наши выводы показались вам убедительными, поддержите это видео лайком, а мы в рассуждениях будем двигаться дальше. Объемы очищаемой воды говорят об объемах потребляемой и используемой воды. Исходя из показанной уже внушительной разницы в размерах, у нас возникло два варианта предположений. Либо такие огромные резервуары очистки обслуживали такой же огромный город, существовавший в прошлом территориально рядом с нашими кругами, а это фактически на месте современного левобережного Киева. Либо же большие объемы очищаемой воды говорят о том, что вода использовалась не только в сегодняшних сферах жизнедеятельности, а и во многих других, сегодня неизвестных или не применяющих воду. Например, можно предположить, что дороги были каналами. Тогда можно уменьшить размеры предполагаемого города, но нельзя занизить уровень развития технологий и технического прогресса. Напоминаю, как ни парадоксально это звучит, но мы говорим о прошлом. Оставляйте свои предположения, выводы, возможные возражения в комментариях. А нам бы хотелось отметить еще вот что. Мы специально искали подобные нашим круги на Google картах и сделали вывод, что встречаются они довольно редко. Тем не менее, мы нашли аналогичные нашим круги в Киевской области, а еще очень-очень интересную локацию на территории Украины. Мы обязательно покажем их в следующем видео и попытаемся понять, от чего зависит их местонахождение и что определяет их цвет. Оставайтесь с нами. Всем пока-пока!